Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан приветствует господина Хулуси вместе с Бараном и приветствует его. Между тем, когда господин Кудрет приходит и говорит, что они едут в компанию, Баран говорит: «Идите, я позабочусь о своей работе и вернусь». Пока господин Кудрет уходит, входят Джейда и Тарик. Дилан и Баран приглашают господина Хулуси в его кабинет и обсуждают там детали. Пока Дилан разговаривает с Геном Хулуси, Бэрон приходит в ярость от ревности. Он говорит Гану Хулуси, что мы встретимся с другими кандидатами и свяжемся с вами. Джейда и господин Тарик Хулуси продолжают разговаривать и не дают ему уйти. Когда Дилан думает, что Бэрону не очень нравится мистер Хулуси, и спрашивает его об этом, между ними происходит небольшой спорный разговор. Затем Дилан говорит: «Хорошо, я не буду продлевать, мы подождем до завтра, а потом решим». Когда они выходят из кабинета, они с удивлением видят, как господин Хулуси пьет кофе с Джейдой и Гэжой Хаджер. Джейда объясняет, что поскольку у нас будет ребенок, я хотела получить информацию от своего учителя. Дилан очень удивлен и желает ему удачи, а учитель Хулуси и Баран тоже желают ему удачи. Они приглашают господина Хулуси на ужин, и хотя Баран хочет предотвратить это, не создавая лишнего шума, ему приходится пригласить и его на ужин. Пока Бэрон и Дилан провожали господина Хулуси, Дилан говорил так, как будто он будет работать с ним. Когда Бэрон спросил: «Мы сказали, что рассмотрим других кандидатов, откуда это взялось?», Дилан ответил, что не хочет скучать по нему. Затем, когда они смотрят на гостиную, Акиф сидит в одном углу, а Берфин в другом. Он говорит Барану, что эти вещи выглядят совсем ненормально, а еда странная. Когда Баран зовет Акифа в свой кабинет, Дилан сидит рядом с Берфином. Берфин говорит Дилану, что я совершил ошибку и дал ему надежду, хотя знал, что этого не произойдет, и поэтому мне так стыдно. Дилан: «Но ее сейчас здесь нет, тебе нечего смущаться, я не знаю, что тебя пугает или мешает, но береги свою любовь, и тогда все препятствия исчезнут». Он спрашивает Барана Акифа: «С тобой что-то не так?» Когда Акиф говорит, что, возможно, ни о чем беспокоиться, брат, Баран спрашивает, случилось ли что-нибудь с Берфином. Когда Акиф говорит, что работа окончена, Бэрон злится и спрашивает, что ты имеешь в виду, говоря, что работа окончена, любовь заканчивается в такой день. Разве ты не был уверен, что был в тебя влюблен? Акиф говорит, что я был уверен, но он хотел положить этому конец, что мне делать, это не твои настоящие чувства, почему ты так себя ведешь? Бэрон говорит, что любовь – это не что-то такое, если ты по-настоящему влюблен, ее добиваются, даже если на это уходят годы, она необходима сразу, очевидно, что он поступил так из-за чего-то другого. Они идут в комнату Мирана с Диланом, прикрывают его и говорят, что скучают по каждому моменту, когда его не видят. Когда Дилан и Бэрон приходят в их комнату, они понимают, что между ними есть что-то, чего они не знают, но говорят, что им обоим очень жаль и что они будут продолжать им помогать. Дилан рассказывает об их тоске по Ферату и Гулю, говоря, что раньше они так боролись за них. Когда Дилан говорит, что господин Толга также сказал, что сделает для этого все возможное, Баран говорит: «Боже, я сегодня достаточно наслушался имени этого человека, хватит, я хочу позаботиться о своей жене». Дилан говорит, что ты прав, мы продолжим завтра. Когда Акиф приходит домой, он видит, что Акиф в плохом настроении, и спрашивает, что случилось. Когда Акиф говорит, что вопрос Берфина закрыт, и о нем больше не будут говорить в этом доме, госпожа Айхан говорит, что это невозможно. Что-то в этом есть. Когда Дилан вышел из душа, а Баран вытирал волосы полотенцем, он сказал мне, что Ханифе заставила его принять ванну жестко и что она не стала заплетать мне косу, пока заплетала волосы Зюмруд, и Баран сказал: «Вот почему ты такой сильный». Я сказал: «Я всегда позволяю своим слезам течь внутри меня, чтобы мой отец не грустил, когда моя мать была в отъезде». Он целует мою руку. Дилан сказал: «От твоей любви я стал как избалованный ребенок. Чем больше меня любят, тем больше я хочу, чтобы меня любили». Когда Дилан открывает глаза на плече Барана и говорит: «Доброе утро, моя дорогая», Баран говорит: «Я очень тебя люблю», и Дилан отвечает ему:
Когда Дилан внезапно понимает, что уже поздно и приходит Толгобей, Баран в панике встает с кровати и говорит, что ему нужно собираться. Баран говорит, что когда он это увидит, то подумает, что собирается на работу. Пока Дилан приносила одежду и просила Барана о помощи, Дилан случайно принесла одежду, которую она носила во время беременности, и Баран сразу же выбрал ее. Дилан говорит: «Я носил это, когда был беременен. Оно перепуталось по ошибке». Он выбирает красное и уходит, чтобы надеть это, потому что оно красивее. Когда Дилан уходит, Баран кричит ему, чтобы он подумал еще раз. Пока Дилан наряжается и красится, приходит Баран и вытирает помаду, которую она нанесла на губы. Она ему очень нравится, и он ревнует. Когда он собирается надеть ремень, он не позволяет этого и затем расчесывает волосы своими руками. Когда Дилан убирает волосы, Баран не хочет их снимать и причесывается. Пока Джейда делает селфи у бассейна, госпожа Азади приходит к ней с детским жилетом и дарит первый подарок для ребенка. Джейде сначала это не очень нравится, затем, когда она открывает жилет и смотрит на него, она очень радуется, когда видит, что внутри большой золотой, и говорит: «Поцелуй меня, позволь мне поцеловать. Твою руку, я сохраню ее в хорошем месте». Затем, когда он сказал Джейде: «Ты тоже станешь матерью, очень усердно молись, чтобы и твои дети были благословлены». Когда Джейда сказала: «Я уверена, что мой собственный ребенок будет таким», госпожа Азади сказала: «Я уверена, что мой собственный ребенок будет таким же». Говорит: «Молись за меня, дочь моя, мы всегда будем с тобой, мы забудем то, что было в прошлом». Дилан очень рад созданию фонда и делится этим с Бараном. Когда Баран целует ее перед тем, как спуститься вниз, Дилан удивляется и говорит, что это, черт возьми. Когда Баран желает моей любимой жене поцеловать на удачу, Дилан целует Барана, желает моему любимому мужу доброго утреннего поцелуя и выходит из комнаты. Баран думает, что этот человек не может случиться. Пока Берфин ухаживает за цветами, к ней приходит дядя Ахмед. Когда вы говорите, что если вы хотите, чтобы в вашей жизни был источник и сад, вы должны сначала вычистить вредные сорняки, а не то, что дает вам силы и поддерживает жизнь, Берфин говорит: «У меня нет сил». Когда он видит в этот момент Акифа и зовет его, Акиф не хочет идти, но дядя Ахмед настаивает. «Хочешь ли ты цветов из Берфина, ты пожнешь то, что посеешь, некоторые требуют ожидания, некоторые требуют силы, несмотря ни на что». Он советует им обоим беречь свою любовь. Мистер Толго прибыл. Пока Дилан и Баран подходят к ним и предлагают войти в кабинет, Барану поступает важный телефонный звонок. Поняв, что у Барана важная встреча, Дилан говорит Барану идти в кабинет: «Мы будем работать здесь». Несмотря на то, что Барану некомфортно, он идет в комнату. Господин Толго начинает объяснять и показывать Дилану все свои работы. Пока Баран находится в кабинете, приходят Миран и Тугба и говорят, что его прислала госпожа Дилан. Баран говорит Мирану: «Давай побыстрее закончим нашу работу и пойдем к твоей матери, ладно?» Пока Баран пытается чем-нибудь накормить Мирана, звонит Акиф и сообщает ему, что Агус мертв. Когда Баран говорит, кем бы ни была эта женщина, она приложила к этому руку, говорит Акиф: «Давайте разберемся в этом». Когда Баран пачкается во время разговора, к ним приходит Миран и просит Мирана переодеться, просто чтобы держать Дилана подальше от Толги. Тарек приходит к женщине Хаджер и сообщает ей хорошие новости о том, что Агус мертв. Пока Берфин готовила себе кофе на кухне, Акиф пришел за водой, и когда они на мгновение встретились, руки Берфин задрожали от волнения, и она выронила чашку из рук. Когда приходит Дилан после того, как Миран изменился, Дилан хочет продолжить работу, но Баран говорит, что в этом нет необходимости, мы рассмотрим ваши проекты и свяжемся с вами. Дилан очень расстраивается из-за этой ситуации и хочет поблагодарить его, но Баран говорит: «Я поблагодарил тебя, Дилан». Госпожа Хаджер спрашивает: «Если вы сказали, что все кончено, почему вы все еще торчите рядом с этим человеком?» Он говорит: «Окей, ты сказала доделай, дело сделано, что тебе еще надо, я не знаю, ты там, раз ты закончила, то найдешь предлог и не выйдешь из своей комнаты». Акиф становится свидетелем этих разговоров, идет к Берфину и говорит: «Скажи мне правду.
Когда Бэрон спрашивает Дилана, как прошла ваша встреча, Дилан очень злится. Когда Бэрон говорит Дилану, что они не могут найти оправданий и нанять этого человека, Дилан спрашивает: «Думаешь, я не понимаю твоей проблемы?» Когда Бэрон спрашивает, в чем моя проблема, Дилан отвечает, что ты мне завидуешь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.